По закону ты даже пальцем меня не можешь тронуть. Пальцем? Да я вообще тебя не трогаю. Я тебя переехать хочу. Чертов папарацци. Да чего же приставучая публика. Фух, отцепился. Словно в коровью лепешку на лугу наступил. Это вам за принцессу Диану, сволочи. Привет, народ. Вам было интересно, Злобный сделал ролик. Подопытным сегодня выступает бравада Банши 900R. Для того, чтобы стать владельцем данного суперкара, нужно отогнать к Бене обычный бравада Банши и раскошелиться на 565 тысяч валюты. И это не считая затрат на дальнейший тюнинг. Сами понимаете, ни о каком спавне в сессии этой машины речи идти не может. Стоит машина таких затрат? Постараемся ответить в этом видео. Перед началом видео должен предупредить, что тюнинг от Бени выйдет отдельным видео. Сюжетной составляющей или просто обзор тюнинга, решите сами в комментариях. Разумеется, машина в тестах полностью форсированная. Вот только не надо сейчас выплевывать в экран недожеванный бутерброд и кричать: это же машина Доминика Торетто. Давайте обойдемся без излишней экспрессии. Во-первых, да, это косплей машины Доминика. Во-вторых, а вы ожидали другого расклада от поклонника фильмов с Вином Дизелем? И да, давайте-ка сосредоточимся на результатах. А то еще до холиваров докатимся. Кстати, как вам звук мотора? Привод у машины на заднюю ось. И я этому рад. Что-то передний полный привод последнее время не блещут. Что же у нас по управляемости? А тут все сложно. У машины избыточная поворачиваемость с задержкой на поворот руля. Причем задержка появляется не сразу. Сначала машина резко реагирует на поворот руля, потом тягуче, словно в меде движется, начинает реагировать на дальнейшие манипуляции. Сие довольно неприятно. К тому же складывается ощущение, что задняя часть машины тяжелее передней. С точки зрения логики бред полнейший. Огромный передок с тяжеленным двигателем никак не может быть тяжелее задней части, куда смещена кабина. Но 900R старательно пускает в занос задний мост после каждого поворота. Управление довольно капризное, и это печалит. Тормоза средние по эффективности, схватываются не сразу, из-за этого машина прилично скользит до остановки. На грунте 900R сильно подбрасывает на кочках, все настолько невесело, что замерить максимальную скорость не удалось. Но поскольку чаще всего машина на этой трассе замедляется примерно на 40% от максимальной скорости в первом тесте, приблизительные показатели вы рассчитать сможете. При этом машина управляется хорошо. Dodge Viper во всей своей американской красе, как он есть. Огромный капот со злющим двигателем, небольшой салон и агрессивная внешность. И к черту дизайнерские корейские замашки. Это вам не рафинированная Kia. Я порву тебя. Так и кричит весь внешний вид машины. Вопрос только в том, кого порвет. Соперника или собственного водителя. Тут уж кривизна рук и везение решают. Что в итоге? Быстрая машина, да. Стильная, да. Куча тюнинга, да, в следующем видео убедитесь. Отсылка к фильму «Форсаж» имеется и недвусмысленная. Приятно ездить, не особо, по прямой все четко и красиво. Но если придется маневрировать, ушами пощелкать не выйдет. Машине требуется контроль и постоянное внимание. Так Dodge Viper же. Оно, конечно, аутентично, но разбалованным всякими кригерами игрокам будет неприятно. 900R во многом ведет себя как мамба. Но что простительно мамбе, непростительно всем другим. Банши 900R будет хорошим выбором для любителей фильма «Форсаж», для любителей тюнинга в целом и для тех, кто любит с ветерком погонять по шоссе. Но для гонок вряд ли подойдет. Хотя кто я, чтобы сомневаться в скилле суровых игровых гонщиков.
Но машину все равно оставлю. Она у меня в отдельном гараже с косплеем на машины Торетто стоит. И очень годно там смотрится. Это что касается видео. Ребята, еще раз прошу быть активнее с обратной связью по видео, он же фидбэк по новомодному. Мне сложно понять, что вам нравится, а что нет. Играть же в угадалки довольно утомительно. Критика не возбраняется, если она задела. Конкретные предложения предпочтительнее. И огромная просьба под самый занавес. Если понравился ролик, сделайте репост, не поленитесь. YouTube сам собой ролик не продвинет. С меня контент, с вас помощь в продвижении канала. Думаю, это честно. А вот теперь все. До новых встреч!